Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео для тех, кто любит сладкое. А сегодня мы с вами готовим морковный торт. Торт этот любят очень многие. В этом торте вкусы и ароматы Рождества. И мне очень захотелось приготовить его, потому что в такие тяжелые дни хочется хоть чем-то себя порадовать. Давайте приготовим этот торт и попробуем его волшебный, изысканный аромат. Друзья, для торта нам понадобится 200 грамм грецких орехов. Зальем их кипятком и оставим на минут 5-10 для того, чтобы из них вышла горечь и они стали сладкими. Затем перекладываем орехи в подготовленный противень, ровным слоем разравниваем их и в духовку помещаем при температуре 200 градусов буквально на 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы они немножко обжарились и приобрели вкусный сладковатый привкус. В миску я добавила 6 яиц, 120 грамм сахара, пакетик ванилина 2 грамма. И все это тщательно нужно взбить. А теперь при помощи миксера взобьем яичную смесь до белой пышной пены. При этом масса у нас увеличится в 2-3 раза. Вот такая у меня получилась пышная белая яичная масса. И теперь, друзья, сюда вольем растительное масло, помешивая венчиком. Масло у нас 360 грамм, сок одного лимона и цедра одного лимона. Она где-то составила половина столовой ложки. Вот такая пышная масса получилась. Теперь следующий этап. Далее, друзья, в отдельную миску просеиваю 420 грамм муки, щепотку соли, чайную ложку соды, 2 чайные ложки корицы и еще сюда добавим натертый мускатный орех. Мускатного ореха буквально вот пару взмахов проведите по вот такой терочке. Ко всей массе добавлю 10 грамм разрыхлителя и все это просею в миску с оставшейся мукой. Муку смешаю с ингредиентами, добавляю морковь и все тщательно размешиваю. Морковь я добавляю в количестве 350 грамм уже в натертом виде. За морковью к муке я добавляю измельченные в блендере орехи. Добавляю жидкую часть теста. И все перемешиваю. Вот такое тесто получилось. А теперь я переложу получившееся тесто в 2 формы размером 24 сантиметра. Форму саму я ничем не смазываю, я только выкладываю пергамент на дно формы, закрепляю его, и на этом все. Ни бока, ни дно формы мы ничем не смазываем.
Выкладываем поровну тесто в две формы. Диаметр формы, повторюсь еще раз, 24 сантиметра. Заполняю вторую форму тестом и ставлю выпекаться при температуре 170 градусов, режим конвекции вверх-вниз, примерно минут 40-45. Друзья, ну вот испеклись мои коржи. Я им дам остыть в форме минут 10-15. Потом я их достану из формы, переложу на решетку, и они проведут время на решетке до полного остывания. А теперь покажу, вот как шпажка я проверяла. Видите, сухая шпажка, на ней ничего нет. То же самое вот этот корж. Сухая шпажка, ничего нет. Для крема я взяла размягченное сливочное масло 400 грамм, далее сахарная пудра 200 грамм. Все это мы взбиваем миксером. Немножко надо прикрыть миску, чтобы не летела пудра по всей кухне. Далее добавим сливочный сыр 600 грамм. Ну а в самом конце нужно добавить либо ванилин, либо ванильный экстракт. Я добавляю 1 чайную ложку, а ванилина где-то 1-2 грамма пойдет. После смешивания масла и сахарной пудры я добавила 600 грамм сливочного сыра, и теперь взбиваем все вместе до полной эластичности крема. Друзья, в крем нужно добавить ванилин. Я добавлю экстракт ванили, где-то чайная ложка. Вот столько. И этот экстракт нужно хорошенько вмешать. Уже не нужно взбивать крем, просто достаточно перемешать. Он хорошо, отлично соединяется с масляной массой. Друзья, крем я делаю несколько раз, потому что такое количество ингредиентов в рецепте крема мой маленький миксер за один раз не осилит. Корж остыл, и теперь мы должны достать его из формы и разрезать вдоль на 2 части. Освобождаем форму от фольги. Я закрепляю для надежности еще скрепками. Вот так хорошо отделяется, видите, даже не надо ничего прорезать. Вот он сам выскочил из формы. Вот какой корж получился. И теперь я разрежу корж вдоль на 2 равные половинки. Для этого я перекладываю корж на крутящуюся подставку и ножом для хлеба делаю неглубокие надрезы по всей окружности коржа посередине. Теперь при помощи нитки я разделяю корж на 2 равные половинки. Нитку я делаю вдвойне, чтобы она не порвалась при разделении коржей. В итоге из одного коржа получаются 2 вот такие красивые половинки, которые мы сейчас будем формировать в торт. То же самое проделываем и со вторым коржом. И еще, друзья, один момент. Видите, у нас появилась верхушечка на корже. Ее необходимо по окружности тоже аккуратно срезать ножом для хлеба или пилочкой для выравнивания коржей.
Вот аккуратненько по окружности надрезаем и освобождаем место, где корж будет хорошо пропитываться кремом, это раз. А во-вторых, эта верхушка не испортит нам форму торта. Теперь я буду собирать торт. При помощи кондитерского мешка и насадки я буду выкладывать крем на каждый корж. Можно обойтись и без этого, но если хотите, чтобы равномерно лежал крем, лучше воспользоваться кондитерским мешком. Вот как-то так у меня получилось. И теперь со следующими коржами то же самое. Друзья, торт собран. Выровняла я его кремом. Ну вот он такой скромный. И тут достаточно будет небольшого штриха, чтобы его украсить. Этот торт, как и торт Наполеон, не требует особых украшений, с моей точки зрения. Друзья, этот торт у меня стоял на лоджии холодной целую ночь. Я смотрю, вот уже по бокам немножко проступает цедра лимона в виде желтого цвета, но это ничего. Этот торт не требует того, чтобы он там стоял ночь, там пропитывался, это совсем не обязательно. Он очень вкусен сразу, как только его сделаешь, потому что тут вкусные коржи, они получаются сочными, вкусный крем, все настолько сбалансировано, что его можно сразу нарезать и есть. Для торта я выбрала в качестве украшения молочный шоколад. Часть шоколада я натирала на мелкую терку, а часть шоколада я просто разрубила ножом. И по краю, по окружности торта я посыпала шоколадной мелкой крошкой, а кусочки разложила в хаотическом порядке. Ну, вот как-то так мне показалось будет интересным. Не хотелось чем-то украшать в виде фруктов. Хотелось сохранить цвет торта в молочно-бежево-коричневой гамме. Ну вот так выглядит он сверху. Ну, а вообще, конечно, этот торт, я бы сказала, на любителя. Если кто-то любит корицу, цедру лимона, мускатный орех, то это ваш торт. Кроме того, я хочу сказать, что морковь абсолютно тут не слышна. Ее не видно и не слышно, хотя большая часть, конечно, одна из больших составляющих теста – это морковь. Мне этот торт по вкусу напоминает что-то рождественское. Ну вот аромат такой, как будто вот сейчас Рождество. Поэтому, друзья, если кто-то хочет порадовать себя или своих друзей, или свою семью, попробуйте вот этот ароматный вкусный торт. Пусть он вам напомнит теплые волшебные дни Рождества, пусть он вас согреет, и вам от этого станет тепло и хорошо на душе. А теперь я разрежу торт и покажу вам разрез торта. Не судите строго, не забывайте о том, что этот торт домашний. Какой же он ароматный! Ну вот вид отдельного кусочка. Сразу могу сказать, что если вы не любите мускатный орех, его можно не добавлять. Некоторые добавляют в коржи имбирь натертый, но я этого не стала делать.
но корица все-таки и морковь должны присутствовать. Ну вот такой тортик. Друзья, попробуйте приготовить. Я думаю, он вам понравится. Я, как всегда, вас приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк, если вам понравилось видео. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.